Приветствую тебя, братишка. Приветствую тебя, сестренка, друг мой и подружка. И каждый на видео заходящий. Escape from Tarkov или Побег из Таркова. Название этой игры говорит многим о многом. И я думаю, ты уже догадался, что речь сейчас пойдет про те самые боль и страдания, когда на экране ты видишь голова-глаза. Поэтому выбирай себе местечко поудобнее, доставай свою тушенку и квас, а то и что-нибудь покрепче, ведь сегодня я подготовил для тебя историю о незабываемом, жестком и весьма интересном опыте выживания в мире Таркова. И если моя история тебе понравится, подписывайся на канал, приноси свой лайк и обязательно оставляй свое мнение. А отдельное обращение к людям, которые давно играют в эту игру. Я могу что-то чего-то где-то не знать, потому что в этой игре я новичок. Если я в чем-то ошибся, укажи на это, чтобы впредь я этой ошибки не допускал. Приятного тебе просмотра. Прежде чем начать свой рассказ, давай с тобой разберемся, что же такое Тарков, что за мир в данной игре и что в целом тут происходит. Escape from Tarkov — это хардкорная, реалистичная, сюжетная, многопользовательская онлайн-игра, сочетающая в себе такие жанры, как FPS, TPS, боевой симулятор и RPG с MMO элементами. Создана данная игра российской компанией Battlestate Games. Сам же Тарков — это город на северо-западе европейской части России, отдельное муниципальное образование в составе Нарвинской области. Нарвинская область — это новый субъект Российской Федерации, образованный на стыке Ленинградской и Мурманской областей, проходящий вдоль границы с Финляндией и разделенной водами Финского залива. Данная область получила статус особой экономической зоны, призванной привлечь к активному сотрудничеству Россию и Европу и обезопасить крупные иностранные инвестиции. Льготное налогообложение, средоточие передовых бизнес-технологий и пристальное внимание со стороны правящих кругов – все это должно было сделать Нарвинскую область крайне привлекательной для совместных международных компаний. Центрами региона стали два небольших, но ультрасовременных города Тарков и Нарвинск. Тарков предполагался как финансово-сырьевой центр, а Нарвинск являлся офисно-деловым центром особой экономической зоны. И все шло прекрасно. Новый регион развивался в точности согласно планам. Но в один из дней в Таркове вспыхнул международный скандал, в эпицентре которого оказалась крупная иностранная трансатлантическая корпорация Terra Group, занимающаяся противоправной деятельностью на территории Российской Федерации. Следственными органами были скрыты многочисленные теневые сделки и коррупционные связи представителей иностранной корпорации с местными чиновниками и держателями крупного бизнеса. Помимо возбуждения уголовных и административных дел против высокопоставленных сотрудников филиала Terra Group, интерес к его деятельности проявили и спецслужбы РФ. С целью политического урегулирования образовавшейся ситуации на территории новой области начали проходить вооруженные столкновения. В данных столкновениях принимали участие две частных военных компании, такие как ЮСЕК, которая защищала интересы Terra Group, и БЕР, представляющая интересы РФ. БЕР занимается сбором доказательств противоправной деятельности Terra Group для российского правительства. Задача ЮСЕК – предотвратить все попытки расследования по делу корпорации. Само собой, в самом начале разгара данного конфликта, учитывая его территориальность, принимали участие и официальные силы, такие как ВС РФ и МВД России, а учитывая, что Нарвинская область граничила с Финляндией, то там же присутствовали и миротворцы ООН. Таким образом, территория всей Нарвинской области оказалась запертой под неким колпаком, и все оставшиеся в ней люди, что не успели или не захотели ее покинуть, оказались полностью заперты от внешнего мира. Приняв новые реалии как данность, некоторые жители Таркова сбились в хорошо вооруженные группировки и взялись за дележ города. На момент действия игры весь Тарков разграничен невидимыми линиями, за которыми простираются территории того или иного формирования. Эти люди готовы абсолютно на все ради получения
получения наживы. Они не останавливаются ни перед чем, ни перед хладнокровным убийством невинных гражданских, ни перед жесточайшим противостоянием с хорошо подготовленными, обученными и вооруженными бойцами из двух частных военных компаний, которые остались там продолжать выполнять поставленные им задачи. Итак, мне предстоит сыграть за одного из операторов ЧВК, Юсек или Бер, которые пережили первый этап войны в Таркове. Впереди оператора ЧВК ждет нелегкий путь. Из самого центра, охваченного паникой и беспорядками Таркова, он должен найти способ покинуть город, который блокирован военными подразделениями РФ и ООН, или же навести там свои порядки и выжить любыми доступными способами. Ведь война с конкурентами продолжается. Только теперь это война за выживание. Связь с командованием, как и со всем внешним миром, полностью отсутствует. Линии снабжения отрезаны. Отныне каждый решает самостоятельно, что ему делать дальше и как ему выжить. Итак, прежде чем начать играть и пытаться выжить в этом безумном и неприветливом мире, необходимо выбрать, какую же версию игры покупать. И тут есть одно большое но. Это ценник. Ценник данной игры. Минимальное издание игры стоит весьма приемлемо, это 1600 рублей. А вот же максимальное издание стоит возможностью голодовки или получению пиздюлей от жены, а именно 4999 рублей. Разница данных изданий в размере первоначального схрона, стартовом снаряжении и в размере подсумка. В минимальном издании это квадрат 2 на 2, в максимальном же 3 на 3. И важность этого подсумка в том, что положенный в него предмет не исчезнет. То есть даже в случае смерти или не выхода с локации, предмет, находящийся в подсумке, остается. К некоторой радости у меня максимальное издание данной игры. И приобретено оно было еще до того, как я женился. И возникает резонный вопрос, почему я в нее не играл ранее? Вопрос хороший, и ответа у меня нет. Просто раньше как-то до этой игры у меня не доходили руки. О чем я искренне пожалел. Но вот сейчас настало ее время. Перед тем, как я начну вместе с тобой это увлекательное путешествие, отмечу, что начиная играть в Тарков, я каких-либо гайдов, видосов, обучений, статей и прочего по игре не смотрел. Совсем я разбирался постепенно, изучая игру с самого нуля. Но при этом, чтобы не оказаться злостным пиздоболом, я уточню, что поиграв какое-то время в Тарков, мне приходилось обращаться к каким-либо сторонним ресурсам, о чем я обязательно расскажу. Время для начала игры в Тарков было подобрано довольно-таки удачно, практически сразу после произошедшего вайпа в игре. Как я понял, вайпы в этой игре довольно-таки частое явление, и они происходят примерно каждые полгода с выходом какого-то глобального обновления. Я считаю, что это весьма нормально. Поиграв какое-то время в эту игру, я могу сказать, что полгода в Таркове в целом с головой достаточно, чтобы полностью развиться и добиться каких-то успехов. А вот для новичков этого безумного и недружелюбного мира это шанс поиграть наравне со многими игроками. Ну и как же не отметить, что игра в настоящее время находится в бета-тесте, и когда будет ее релиз, пока неизвестно. Не успел я еще начать игру и совершить свой самый первый побег из Таркова, как игра меня встречает весьма своеобразным предупреждением от разработчика. Такая надпись явно не сулит ничего хорошего и не к добру. Но да ладно, я и так наслышан, что Тарков весьма неприветливая и недружелюбная игра, а в особенности к новичкам. Но вот таким вот меня явно не напугать. Лично я не из пугливых. Ух, ебать! Ты внутри? Да, испугал меня бот, блядь. Ай, блядь, испугался нахуй. Принимая данные условия и согласившись к унижению и боли, знал бы я заранее, сколько этого будет и что я, возможно, склонен к мазохизму. Но да ладно. Игра нам представляет выбор, за какую частную военную компанию я бы хотел сыграть, Юсек или Бир. Я до сих пор не понял, в чем между ними разница, ну кроме как фраз на разных языках. Могу, конечно, предположить, что это разное стартовое снаряжение и разные стартовые деньги, но в целом разницы я не увидел. С моим выбором быстро оказалось все понятно, и я, особо не задумываясь, ткнул на нашего отечественного представителя. И тут игра нам дает еще один выбор, нам нужно выбрать, за какого именно оператора ЧВК и с каким голосом я бы хотел поиграть. Надоело все. Фу, пиздец, денек. Ай-яй-яй, не нравится мне это место.
Ну чё, бля, работаем, бля. Покорять жестокий мир Таркова Опа-на. я пошел своим тезкой Михаилом Васильевым. И вот тут у меня возрос вопрос, а будет ли обучение? Ибо игра сразу же после выбора персонажа выкидывает в главное меню, где из всех пунктов есть побег из Таркова, персонаж, торговля, убежище и выход. Ну, может быть оно будет, когда я выберу побег, подумал тогда я. Как же сильно я ошибался. Но прежде я решил посмотреть на персонажа и выбрал соответствующий пункт меню. И моим очам оказался представлен схрон. Забегая вперед, скажу, как же особенно это место. Но обо всем по порядку. Посмотрев предметы в схроне, сменив моднику кепку на шлем, я решил, что готов, и пора совершить свой самый первый побег из Таркова. Вот он, самый первый побег из Таркова. Знаешь, я очень люблю вот эти самые моменты, когда ты начинаешь что-то новое, то, что еще не изведано. Начинаешь какую-то новую игру, и тебе только предстоит во всем разобраться. И вот, как по мне, в этом есть необычайный интерес. И вот с этим интересом, с этой некоторой дрожью волнительности, я нажимаю на побег из Таркова. Игра сразу же ставит перед выбором, дикий или ЧВК. И если с ЧВК все было понятно, то что такое дикий? Но решение этого вопроса я решил отложить на потом, потому что сейчас в бой рвется Михаил Васильев. Выбрав своего бойца ЧВК, игра перекинула меня на карту, где мне предстояло выбрать место дислокации и приготовиться к побегу. Я был в предвкушении. При этом я все еще ждал, что мне объяснят, куда бежать, как бежать и в целом зачем. Да, я наивен. В тот момент я обратил внимание, что ряд локаций недоступны, и как оказалось, их просто еще не добавили в игру, ну кроме лаборатории. Но туда для входа нужна обязательно соответствующая ключ-карта. В момент выбора локации я решил, что первой локацией можно выбрать таможню, ведь она дает добро. Таможня дает добро. И именно вот так вот таможня встретила и меня. Но сейчас ты все увидишь сам. Ну а дальше все просто, подумал тогда я, и выбрав локацию таможня, нажал готов. И вот он, долгожданный первый побег из Таркова. И вот я пошел в свой самый первый рейд. Дождавшись какого-то рандомного Петю на своем деревянном калькуляторе или же какого-то нереального кибератлета, появилась надпись «Высадка с таймером». Долгих загрузок в игре будет очень много. Вообще не редкость, когда игра долго загружает игру. Простите уж меня за тавтологию. Сама игра находится довольно-таки быстро, но вот последующие загрузки, а особенно синхронизация или ожидание игроков, могут длиться порой целую вечность. Я вот до сих пор ждал, надеялся и верил, что мне что-нибудь объяснят, покажут или расскажут. Ну, естественно, как новичку этой игры. Но, увы, игре было все равно на мои желания и на то, что я новичок, и это все были сугубо личными моими проблемами. Ведь как только прошла высадка, меня выкинуло на локацию. И все. Больше от игры никаких сведений не поступило. Никуда бежать, никак бежать, ни откуда бежать, ни о каких-либо особенностях управления или механиках. Обо всем этом игра решила вообще не упоминать. Ну как бы ладно, бегать, прыгать, целиться и стрелять-то я умею. Плюс я немного глянул управление. Дальше придется разбираться самому. Реснуло моего персонажа около каких-то контейнеров, хрущевки, вагончиков и рядом с биотолчками. Это шутка такая? Или игра сразу решила указать, где мое истинное место? Ну ладно. Графическая составляющая игры мне понравилась сразу. Сделано приятно и весьма атмосферно. Приятная камера. Оружием персонаж поворачивает удобно и плавно. Сначала я хотел пойти вот в эту хрущевку. Но что-то в меня в ней смутило. И по итогу я пошел вон в то полуразрушенное здание, напоминающее ангар. Следующий момент меня весьма удивил. Во время спринта сложилось такое ощущение, что мой персонаж весит килограмм 150, и чтобы начать движение, он делает неимоверное усилие, а когда останавливается, еще по инерции скользит метров 5. Я решил, что это какие-то особые механики игры, реализм там всякий и прочее.
и к этому просто придется привыкать. По итогу оказалось, что это просто непрокачанный персонаж, и со временем игры, со временем его прокачки это уходит. Но на тот момент я-то этого не знал. Помню, я тогда подумал, что странный какой-то реализм, потому что в жизни я не помню моментов, когда после бега человек останавливался бы и скользил. Побродив в самом начале этого здания, моя интуиция мне подсказывала, что мне сюда не надо, и, пожалуй, отсюда стоит уходить. И по итогу я пошел туда, куда глядят мои глаза. Вообще не понимая, что происходит, где я нахожусь, что от меня требуется и вообще что от меня хотят, я в панике постоянно оглядывался по сторонам, ожидая какого-то подвоха. Мне все время казалось, что кто-то за мной следит. И вот-вот моего оператора ЧВК настигнет пуля. Я ожидал противника. За каждым углом, за каждым поворотом. Тем более я находился на какой-то стройке, где устроить засаду не составляло никаких проблем. Вообще, в целом, вся игра, вся ее атмосфера, она постоянно держит напряжение. Выходя из рейда в рейд, постоянно думаешь, что за тобой кто-то следит. Эта игра максимально может развить все возможные параноидальные склонности. А еще следует учитывать, что потерять взятые с собой в рейд или залутанные предметы не составляет труда. Одна из особенностей игры состоит в том, что в случае смерти или невыхода с локации, все имеющиеся предметы теряются. Вернуться они могут только в случае страховки перед рейдом, и если их никто не нашел и не забрал себе. И то не все. Никакую расходку наподобие еды, воды или патронов страховать нельзя. Но не будут же ребята прапора бегать по локации и искать рассыпанные тобой патроны. По итогу, мои параноидальные блуждания привели меня к цистернам, где меня поджидал противник. И вот оно, первое столкновение в игре. Он меня не видит. В голове мысль, что сейчас как я зажму, когда очередь в пацана, и заработаю свое первое убийство. Но какой же для меня было неожиданностью, когда я нажал ЛКМ и понял, что оружие-то стояло в режиме одиночного огня, а я-то в этот момент не понимал и не знал, как переключиться на автоматику. И тут, понимая, что я спалился, и моему персонажу просто-напросто могут сейчас сломать лицо, так как у меня стоят одиночки, я просто в панике свалил оттуда нахрен и лег в первую попавшуюся же канаву лицом в колючку. И конечно же сейчас самый подходящий момент, чтобы открыть настройки и посмотреть, как же переключать режим стрельбы. В попыхах, открыв настройки, я судорожно начал искать, и найдя заветную букву «Б», я пошел с полной уверенностью в контрнаступление. Вообще управление весьма замороченное. Здесь и проверка патронов в патроннике, и проверка магазина, и проверка режима стрельбы, и переключение между прицелами, кратность, и миллион возможных режимов ЛЦУ, и много чего еще. И вот тут игра за последнюю минуту удивила меня второй раз. Когда я нашел сидящего за цистерной противника и все-таки зажал ЛКМ, калаш брыкнуло так, что я понятия не имел, как контролировать отдачу и стрелять в целом. Забегая вперед, скажу, что стрельба в этой игре доставляет необычайное удовольствие, и стрелять можно абсолютно с любого оружия. Но в этот момент у меня началась паника. Противник убежал, как стрелять не знаю. И в этот момент в голове возник вопрос, который возникнет на протяжении игры еще неоднократно. Как быть и что сейчас делать? Но противник нашелся быстро. Как выяснилось, он походу понял, что я тут еще ворошиловский, то есть тарковский стрелок, и просто решил меня обойти. Но огромный опыт ведения боевых действий в сетевом пространстве взяли свое, и я убил своего первого противника. И вот он, еще один плюс в копилку этой игры. Каждое убийство доставляет необычайное удовольствие. Ушел направо. Ориентируйся по фонарю. Не перезарядь. Он минус. Но в данный момент мне явно не до удовольствия, потому что что-то мой ЧВКшник начал кряхтеть, а в глазах у него покраснело. Появившийся индикатор здоровья показывал, что ему нехорошо. Походу, игра решила, что как-то рьяно я начал свой первый поход, очень быстро убил своего первого противника, выжил, и пора заканчивать. И по итогу меня просто-напросто настигла кара.
Продержавшись не так уж и долго на таможне, не сумев совершить свой первый побег из Таркова, я вернулся в лобби. Причем вернул меня в лобби бот. Да и убил я, как оказалось, бота. В последующем я понял, что боты в Таркове весьма своеобразны и нередко опаснее живых игроков. Иногда бот может дать метров с 50 самым дешевым дробовым патроном четко в голову и снова отправить собираться в рейд минут 40. Я, конечно, понимаю, что проще прописать боту богоподобный АИМ, нежели прописать хороший и логичный ИИ, но всему же должна быть мера. И попервой боты нередко подогревали мое очко. Хотя нет, не только попервой. Нет, живой. Блять, не могу нахуй скидраю. Убил. Бля, Бля, мне ща какой-то пизда нах- нахуй. Все, блядь, сука, пиздец, блядь. Ну, как бы да, и такое бывало. Но в целом, с игры у меня практически не горит, такие моменты это редкость. Но тут инвентарь был заполнен квестовыми предметами, а еще 3 квеста было на выполнение, чтобы просто выйти и выжить. А тут он. Прежде чем вернуться к этой истории, у меня есть один вопрос. И если ты знаешь на него ответ, напиши, пожалуйста, в комментариях. А при чем тут именно побег из Таркова? Ведь, как я понял, все действия, все какие-то квесты, все происходит внутри самого города или его пригорода. И тут концепция игры немножко не сходится с ее названием. Конечно, возможно, у разработчика раньше было другое видение игры, ну или в последующих обновлениях, или релизе, конечно, если он состоится, все будет более-менее понятно. Но сейчас в этом плане в голове такой некий диссонанс. Но я не доебался, мне просто правда интересно. Вернемся к игре. Прежде, чем попасть в лобби после первого поражения, мне предложили полечиться. Пока бесплатно. Игра. Искреннее тебе спасибо и на этом. Ибо в тот момент что-то мне подсказывало, что с таким успехом тех денег и инвентаря, что у меня есть, хватит ненадолго. И, к сожалению, я оказался прав. Ведь изначально я нон-стопом играл за оператора ЧВК, полностью забив на Дикого. Да я даже не разбирался, кто это. Но мне просто очень интересно было играть за ЧВКшников. И вот тут вот я познал всю боль. Первое – это экипировка. Она закончилась довольно быстро, а новую брать было негде. Второе – это деньги, которые также начали быстро заканчиваться, а способов заработка я тогда еще не знал. Третье – это лечение, еда и вода. Оказывается, если не обращать внимания на эти моменты, забывать лечиться после рейда, кормить и поить своего оператора ЧВК, то в рейд можно выйти поломанным каличем, с кровотечениями, да еще и голодным. И умереть даже не начав игру то ли от голода, то ли от кровопотеков. И когда настал момент, что в схроне у меня осталась лишь еда, вода и бинты, у меня закончились деньги и какое-либо оружие, я, несмотря на все трудности, смело взял топор, воздал хвалу Одину и пошел кромсать. Игра быстро сказала мне, что я занимаюсь какой-то хуйней. В итоге, чтобы подобного больше не допускать, чтобы схрон ломился от еды, воды, оружия и патронов, чтобы выходить победителем в схватках, я сел за более детальное и основательное изучение данной игры. Но для этого потребовался далеко не один день.
Минус ЧВК. Блять, а здесь минного поля сейчас не будет, нахуй. Ой-ой-ой, блядь. Очко тебе оторвало, да? Хорош. Поизучав более детально и основательно игру, я понял, что в первую очередь нужно переставать заниматься всякой ерундой и в рейды собираться нормально, беря с собой хорошее оружие, патроны и броню. А бегать голым — это либо фан, либо просто самодрочь. Во вторую очередь, убив противника, нужно немного подождать и осмотреться, а не бежать его сразу же лутать, сломя голову, ибо где-то рядом может затаиться мстительный друг. Также необходимо знать карты локаций, на которых играешь. Суть в том, что когда я выхожу в рейд, моя первостепенная задача — это выжить и выйти с локации. Выход происходит через определенные выходы, которые указывает игра. И игра не водит меня за ручку, а она просто говорит: ты должен выйти через такие-то, такие-то выходы. Все, больше никакой информации. Мини-карты в игре нет. Стрелочек указания направлений движений тоже нет. Как и нет большой карты локации с указанием всех важных и необходимых точек. На самом деле карты локации есть. Даже можно брать их с собой в рейд и смотреть их там. Найти такие карты можно в рейде или купить их у торговцев. Но это просто карта. Просто, блять, советская карта. И вот тут приходит понимание, что как минимум без знания местонахождения выходов выжить в этой игре просто невозможно. Я просто тупо не смогу найти этот выход. Поначалу, рейдов так 10, я пытался искать эти выходы самостоятельно. Причем по двум причинам. Во-первых, хотелось самостоятельно их найти, это было интересно. А во-вторых, я просто не знал существования карт локаций, которые есть в интернете. И да, не кривя душой скажу, что я подглядывал на эти карты и находил выходы с их помощью. Но со временем запоминаются не только выходы, но и вся локация. Начинаешь лучше ориентироваться на местности и играть в целом становится проще. А при игре с друзьями придача каких-либо ориентиров или инфы становится понятнее. Хотя, нередко бывает инфа наподобие Бегает вон. Но с этим особо ничего не поделаешь. РПГ составляющей данной игры является наличие у основного персонажа, в целом как и у Дикого, прокачки и навыков. От этих навыков действительно зависит многое. Тут и выносливость, от которой ЧВКшник дольше бегает, и сила, от которой он метает дальше гранаты, выше прыгает, переносит более тяжкий груз. И, к примеру, контроль отдачи оружия, с умением управления как классом вооружения, к примеру, штурмовые винтовки, так и конкретным видом оружия. И много-много-много чего еще полезного. Но некоторые навыки и механики в игре еще недоступны. Зачем их показали и не ввели? Хороший вопрос. Как по мне, лучше бы их вводили с новыми обновлениями или уже с релизом. Сам же персонаж прокачивается довольно-таки легко. Больше бегай, больше прыгай, таскай тяжести, стреляй, убивай. Ну, в общем, классика. Кроме того, как ты уже мог увидеть, силу и выносливость можно прокачать в тренажерном зале, который можно построить в своем убежище. Жиган бы был доволен, а то и позавидовал бы. Но даже тут, даже в качалке в личном убежище, меня ждал подвох. Пока мой ЧВКшник тягал гантельки, этот еблан умудрился сломать руку. Игра никогда не забывает напоминать о себе. Спасибо на том, что видюхи хотя бы в биткоин-ферме не сгорают, или не происходит пожар, после которого придется перестраивать половину убежища. Итак, убежище. У каждого игрока есть свое личное убежище. Это то самое место,
которая, в особенности по первой, заставляла меня таскать с рейда всякие болты, гайки, отвертки, различные металлические запчасти и прочий мусор для того, чтобы я смог улучшать это самое убежище. И в том числе построить тренажерку или биткоин-ферму. И убежище – место полезное. В убежище ты можешь заниматься крафтом, крафтить патроны, медикаменты, еду и всякие полезные вещи, майнить биткоин или варить самогон, которые в последующем продавать и иметь постоянный пассивный доход. А при постройке некоторых объектов убежища увеличивается процент прокачки навыков персонажа. Следует отметить, что таскание всего вот этого хлама, особенно в начале игры, является возможностью заработка. Ведь не каждый хлам нужен для строительства убежища, и некоторую часть можно продать торговцам. В игре присутствуют 9 торговцев, которые помимо скупки различного хлама еще и дают квесты. Причем одного из торговцев, такого как егерь, возможно открыть только после выполнения квеста. А торговец-смотритель, насколько я знаю, доступен только при прибытии к нему на локации маяк, но у этого торговца я еще не был. У каждого торговца имеется свой рейтинг и уровень, и чем выше уровень торговца, тем лучше и интереснее предметы у него можно купить. Для поднятия уровня необходимо достичь 3 определенных условий. Это нужный уровень оператора ЧВК, определенное количество рейтинга торговца, который как раз получается за прохождение квестов, и определенно потраченная сумма у торговца. Можно либо продавать ему предметы, либо покупать. Разницы нет, сумма растет в любом случае. И вот тут, при первом знакомстве с торговцами, игра предлагает сыграть в первую мини-игру. И называется она «Изучи все предметы, что есть у торговца». Да и в целом, на протяжении всей игры, часть времени я тратил на изучение предметов. И вот тут вот есть один не совсем логичный момент. То есть я играю за оператора ЧВК, далеко не первого года службы, но он, сука, не знает, что такое сахар или саморезы, или может быть как выглядит дрель. Я понимаю, что у каждой игры свои условности, но это выглядит немножко нелепо. У каждого торговца имеются свои предпочтения в торговле. К примеру, медичка будет покупать только медикаменты, различный хлам и еду, но не купит ни оружие, ни обвесы. Механик же как раз таки наоборот, купит все оружие, купит обвесы, но не будет покупать никакого хлама, кроме электроники и инструментов, а также не купит оружие в плохом состоянии. Миротворец же будет покупать и продавать предметы только за доллары, а скупщик купит абсолютно любой хлам, даже убитое в ноль оружие и броню, но задешево. Причем при продаже необходимо обращать внимание на цену, за которую торговец покупает предмет, ибо один и тот же предмет можно продать разным торговцам за разную стоимость. И вот тут как раз на сцену выходят дикие. Согласно лору игры, дикие – это члены банд, орудующих в городе Тарков. Противостояние операторов ЧВК и диких будет, по сути, ПВЕ составляющей игры. Есть еще и более сложные противники, такие как рейдеры и боссы, но в общей массе дикие встречаются гораздо чаще. Дикий может быть как под управлением искусственного интеллекта, так и под управлением игрока. И вот как раз играя за дикого, появляется та самая возможность лутать абсолютно все подряд. Дикий – это тот самый Васек из 90-х, который бегает с полураздроченным оружием и собирает всякий хлам со словами «а дома-то пригодится». Стартовое снаряжение у дикого рандомное. В рейд можно попасть как с винторезом 4 классе брони и огромным рюкзаком, так и в дедовской разгрузке, в которой нет места, вообще без рюкзака и с оружием без приклада и крышки ствольной коробки. За дикого закидывает примерно за 20-25 минут, в зависимости от карты, до окончания основного рейда ЧВК. И вот тут начинается истинный лутер-шутер, в котором сметается все, что плохо лежит и не прикручено, и в последующем продается. И именно тут, когда я начал разжеваться, когда в схроне начался появляться различный интересный лут, игра предоставила мне возможность вспомнить все полученные в детстве навыки при игре в кубики конструкторы Тетрис. И как же я тогда был необычайно рад и счастлив, что у меня сразу максимального размера схрон и максимальное издание. И я даже не представляю, какие мучения проходят люди, у которых минимальное издание. Да, схрон можно увеличить, но насколько я понял, для этого нужно приложить огромное количество усилий. Так вот, Тетрис. Для того, чтобы порой в инвентаре разместить вынесенные с рейда предметы, нужно потратить далеко не 1 минуту и просидеть, утрамбовывая все нужное. И даже когда появилась возможность покупать оружейные ящики и кейсы для вещей, Тетрис я не победил. Схрон все равно захламляется настолько, что постоянно приходится утрамбовывать нажитое и вынесенное добро. Ну и конечно, куда же без бесконечного рюкзака.
После достижения 15 уровня открывается торговая площадка, которая в игре называется Барахолка. И вот благодаря ей и Дикому я открыл для себя постоянный, стабильный и высокий доход на идее с Гошана с локацией развязка. При этом опытным путем и изначальными непониманиями я понял, что продать на Барахолке можно предметы только найденные в рейде, которые помечены галочкой. И вот после этого бедность моего ЧВКшника сняло как рукой. И вот теперь я не понимаю жалоб людей, которые постоянно говорят, что в игре какие-то проблемы с деньгами, снаряжением или оружием. Да даже еще не получив 15 уровень, у меня полсхрона было забито оружием, обвесами и на счету около 3 миллионов. И это без открытой барахолки и вечного гринда. Я понимаю, что сумма небольшая и у кого-то гораздо больше, но для покупки расходки вполне хватало. При игре за Дикого есть одна особенность. У торговца-скупщик есть свой рейтинг, который влияет на некоторые аспекты игры за Дикого. Чем выше рейтинг, тем выше шанс выйти в рейд с более хорошим стартовым снаряжением. Также этот торговец будет давать ежедневные и еженедельные задания для игры за Дикого. Только по ходу скупщик то ли ебанулся, то ли с егерем подружился, то ли все вместе. Рейтинг у скупщика как получить, так и проебать очень легко. Убил другого Дикого во время рейда? Мало того, что теперь тебя будут стремиться убить все боты на локации, так еще и минус рейтинг. Не минусуется рейтинг только в случае убийства рейдера. В случае, если выполнил квест скупщика, вышел с локации, убил ЧВК или другого дикого убийцу, то рейтинг прибавляется. И вот, зная это, меня начинают удивлять люди, которые, играя за Дикого, целенаправленно убивают других диких. Зачем? А самое главное, нахуя? Кто-нибудь объяснит мне это? Лично для меня это загадка и тайна. Я уже упоминал, что в игре присутствуют квесты. И в основном это принеси, поди, подай, разведай, узнай да посмотри. Но при этом мне очень интересно посмотреть на того самого здравомыслящего человека, которому пришло в голову придумать такие квесты, как убить двух ЧВК в голову в состоянии тремора. Этот квест я не сделал до сих пор, но не убиваются они в голову в состоянии тремора. Убить 5 диких с расстояния более 40 метров из болтовки с механическим прицелом. Ёбаные десептиконы. Убить 3 бойцов ЧВК с расстояния менее 25 метров из болтовки. Ну куда ты спрятался? Вылезай! Ну чё засал? Где ты? Или уничтожить 3 операторов ЧВК с помощью пистолетов. Хотя, если честно, выполнять квесты на убийство ЧВК именно на локации завод было весело. И насколько я понимаю, егерь будет тренировать меня подобного рода квестами постоянно. Повоевав некоторое время, я понял, что очень важную роль играют 2 момента. Это оружие и патроны. Особенно патроны. Патроны в этой игре – это один из важнейших аспектов. Патронов в игре огромное количество. Под каждое оружие можно найти кучу различных боеприпасов и пробивающие различные классы брони, и наносящие дополнительный урон по мясу, и что-то среднее. Есть и такие, которые уменьшают отдачу или наоборот увеличивают перегрев ствола. В общем, выбирать можно на любой вкус и цвет и в зависимости от необходимых задач. Но в самой игре какой-либо информации по пробитию брони или нанесению урона не найдешь. Такую информацию нужно искать только на сторонних ресурсах в таблицах патронов. Важность боеприпасов в игре настолько велика, что можно выйти в рейд со стоковым оружием, которое будет заряжено топовыми или предтоповыми патронами, и разнести бронированных ребят с обвешанными пушками, но у которых будут плохие патроны. Выбор оружия в игре также
также большой. Тут тебе и штурмовые винтовки, и пистолеты-пулеметы, и болтовки, и различного вида пистолеты-револьверы, и куча всего еще. Отдача у оружия в игре весьма своеобразна, и как мне показалось, тут она рандомная. То есть спрей, как в контре, не выучишь и не проконтролируешь, что придает каждой схватке дополнительный интерес. И конечно же, обязательно нужно следить за состоянием своего оружия, ведь если оно будет в плохом состоянии или перегреется, то во время стрельбы оружие может начать клинить и придется в попыхах его чинить. Но помимо ремонта оружия, его следует модернизировать, и возможности модернизации в этой игре просто поражают. Любой мамкин тактикульщик просто порадуется. Такого разнообразия обвесов и возможности улучшения и кастомизации оружия я еще нигде не встречал. И тут даже есть отдельная возможность заниматься своими сборками имеющегося оружия. Кстати, если ты знаешь, где можно также или даже лучше кастомизировать и улучшать оружие, расскажи, я очень хочу посмотреть на этот проект. Что касается кастомизации, то тут можно хоть и скудно, но кастомизировать и своего игрового персонажа, купив у барахольщика услугу по пошиву одежды, а также нацепив на лицо ЧВКшника усы, бороду, какую-нибудь маску, очки или кепку. Я, как человек, любящий кастомизацию, немного порадовался такой мелочи. Естественно, что голым в рейд особо-то не пойдешь, здесь нужна защита, и брони в игре тоже немало, различных видов, классов и из различных материалов. Присутствуют как просто легкие или тяжелые бронежилеты, так и различные бронеразгрузки. Всего в игре 6 классов брони, и соответственно, чем выше класс, тем лучше нужен патрон для ее пробития. Но тут есть одна особенность, в принципе, как и во всем Таркове. Умереть можно не от пробития брони, а от броневой травмы. То есть броня-то от пули спасла, но вот ребра и внутренности походу смяло к ебеням. Единственное, что я не понял, так это на что влияют материалы, из которого сделана броня. А вот к чему у меня есть отдельные вопросы, так это к шлемам. Ребят, девчат, кто давно играет, скажите, нахуя они вообще порой нужны? Шанс спасения шлема настолько редкий, а получение голова-глаза, голова-ухо, голова-челюсть или голова-теменная часть настолько высокий, что невольно задаешься вопросом о целесообразности ношения шлема. Да, конечно же, некоторые шлема также можно усилить, надеть дополнительное бронирование для защиты теменной части, лицо защитить забралом или маской мандалорца, уши и челюсть закрыть мандибулой. Но у большинства этих вещей слишком низкий класс брони, и они, как мне кажется, скорее спасут от какой-нибудь шальной пистолетной пули или дробины, нежели от прямого выстрела в лицо. Не, ну или можно на голову нацепить ведро. Я как-то с таким ведроголовым работягой на заводе столкнулся. Правда, в таком ведре он меня услышал только тогда, когда у него в голове уже зазвенело. И я не говорю, что шлема прям абсолютно бесполезны. Даже иногда они действительно спасают, но шансы этого невероятно редкий. Но что в особенности интересно сделано в этой игре, так это медицина. Над медициной разрабы постарались весьма неплохо. И все, что связано с лечением в этой игре, выглядит очень интересно. У персонажа имеется 7 конечностей. Это 2 ноги, 2 руки, живот, грудь и голова. У каждой конечности имеется свое количество хп. Когда хп у конечности заканчивается, то конечность становится черной и по сути не функционирует. Но если ее вовремя не вылечить и в последующем попадание пройдет по черной конечности, то урон уже распределится по всему телу с некоторым процентом, и смерть оператора ЧВК настигнет в разы быстрее. Само собой, голова-глаза отправляет Вальгаллу мгновенно. Черную конечность можно зашить, если, конечно, с собой есть соответствующий набор, ЦМС или Сюр-12. Зашить нельзя только голову и грудь, а при черном животе начинает быстро уходить еда и вода, поэтому лечение живота не стоит откладывать в долгий ящик. Зашиваем конечность, доматываем ее аптечками и снова в бой. Правда, после этого общее количество ХП становится меньше. В любую часть тела можно получить легкое или тяжелое кровотечение. При этом, если его не залечить, ХП поврежденной конечности будет продолжать уходить, пока она не станет черной. Затем кровотечение продолжится и потеря ХП уже начнется по всему телу. Кровотек лечится легко. Для легкого нужен или бинт, или хорошая аптечка, а для тяжелого жгут, турникет или гемостатик. Для тяжелого тоже можно использовать хорошую аптечку, но придется потратить ее практически полностью. Помнится, я так случайно почти весь айфак смотал, когда в панике мискликнул по жгуту. После остановки тяжелого кровотечения или зашитой конечности появляется свежая рана, которая может открыться в любой момент от каких-либо активных действий.
энергии, и снова начнется кровотечение, поэтому тут нужно быть внимательнее. Помимо этого, ноги или руки можно сломать, тогда персонаж начинает хромать, трястись, кряхтеть и прочее. Лечится это просто. С собой нужно лишь иметь шину, а если хочется, чтобы во время боя, получив повреждение, персонаж все равно оставался боеспособен, не орал, не трясся и не кряхтел, то заранее перед боем стоит принять обезболивающее. Различных обезболов в игре куча. От анальгина до вьетнамской звездочки, которая выводит радиацию из организма. Правда, радиационных зон в игре еще нет, но звездочка с радиацией уже справляется. Следует помнить, что каждый обезбол дает свой дебаф в виде увеличенной траты воды и еды. Еще есть различные стимуляторы, которые дают различные бафы. Это и самостоятельное закрытие кровотечений, реген ХП, ускоренное восстановление выносливости и прочее. Но нужно быть внимательным, так как кроме положительных эффектов стимуляторы могут иметь и отрицательные. У ЧВКшника могут начаться отходники в виде кучи дебафов. Это и боль, и тремор, и голод, и сушняк, и прочие неприятные вещи. В итоге вся медицина в Таркове устроена так, что для того, чтобы выжить, необходимо брать с собой в рейд кучу различных медикаментов, чтобы в последующем иметь возможность вылечить каждое полученное повреждение. Ибо даже если вышел победителем в бою, можно быстро и легко умереть от потери крови или какого-нибудь дефицита энергии, если вовремя не зашился, не полечился и не принял обезбол. Кстати, да, стоило бы в рейд с собой еще и еду с водой брать, а то ненароком закончится во время рейда энергия и персонаж упадет с голодухи. В общем, порой для того, чтобы собраться в рейд, необходимо потратить чуть ли не до 40 минут, чтобы все сложить, проверить и ничего не забыть. Вариантов и возможностей умереть игра предоставляет огромное количество. И даже попытки договориться не всегда приводят к положительному результату. Ну что, договариваться будешь? Нет. С другой стороны, классика работает всегда. Также смерти могут поспособствовать и особые тарковские стрелки, которых вообще не видно, но зато они видят всех и везде, и каждый их выстрел попадает в голову противников. Но это проблема и зараза каждой игры, и, к сожалению, с этим ничего поделать нельзя. Хотя, если честно, на читаков я попадался крайне мало. В большинстве своем я проигрывал только из-за наличия лапок или рандомных прилетов в голову, но со временем стрелять я тут научился, и количество побед сразу же возросло. Некоторые люди недолюбливают Тарков, потому что, по их мнению, игра чересчур сложная. Мол, нет точного указания цели, а именно стрелочка не ведет прямо к нужному квестовому предмету, нужной комнате или выходу. Некоторые предметы нужно прям именно искать, и они не подсвечиваются, что нету миникарты и полоски компаса, союзники не подсвечиваются и над их головами нет ников, и в таком случае увеличивается вероятность убийства своего тиммейта. Вопросом, чем руководствовались эти ребята и куда они смотрели, что не увидели меня, я задаюсь по настоящее время. И прочее, нытье и недовольство ленивых казуальщиков, которые привыкли, что игра всегда все делает за них. Я не против, тут каждому свое, но у меня вопрос. Вы это серьезно хотите от Таркова? Ведь Тарков это не про это. Ведь первоочередно это тактический боевой шутер. И если ты привык, что игра за тебя делает все, кишит кучей подсказок, и тебе нужно лишь просто ходить по стрелочкам, жать WSD и кнопки мыши, и совершенно не прикладывать никаких усилий, то тебе просто-напросто в Таркове не место. Ну не для каждого эта игра. И ладно, когда объективная критика, но я не понимаю смысла разводить срач и нытье по поводу того, что для кого-то игра чересчур сложная и он не может в это играть. Лично я вырос на играх 90-х и нулевых. В то время не было такого большого обилия игр, как сейчас. Тогда каждая игра была долгожданной и по своей сути уникальной, так как разработчики не боялись экспериментировать и добавлять что-то новое. Ведь это сейчас у многих есть выверенная рабочая схема, по которой штампуются десятки игр, а в те времена ценилась уникальность и самобытность. Те игры зачастую посылали игрока туда не знаю куда, чтобы он принес то не знаю что.
и приходилось бегать, думать, искать и страдать. И ведь это было интересно. И вот Тарков как раз возвращает в атмосферу этих игр и в те времена. И лично для меня Тарков — это новый глоток чего-то свежего и интересного, потому что хоть где-то нет штамповки и казуальщины, что необычайно радует. А еще я слышал, как некоторые игроки, просто я знаю их лично, жалуются, насколько им надоел Тарков, что с каждым обновлением ничего нового не выходит, происходят только вайпы и куча несбыточных обещаний. Как по мне, этот момент весьма своеобразен, так как у этих людей огромное количество часов, наигранных в эту игру. Ну понятное дело, что за такое количество времени игра реально может надоесть. Разнообразие. Слышали о таком? Лично я на протяжении этого вайпа, с которого начал играть, заметил несколько обнов. Ребята оперативно старались исправлять ошибки и даже добавляли какие-то новые мелочи. Пример могу привести забаговавшуюся барахолку, которую починили практически за ночь, или выпущенное обновленное лобби с барахолкой. Ведь в целом это весьма неплохая динамика развития игры и реагирования разрабов к определенному моменту. Когда вживаешься в мир игры и привыкаешь к ней, то в рейды за оператора ЧВК выходишь с двумя целями. Либо сделать квест, чтобы прокачать персонажей и торговцев, либо принять участие в какой-нибудь хорошенькой заварушке. Ведь именно PvP момент очень радует в этой игре. Это и достаточно быстрый ТТК, интересное и своеобразное поведение оружия, его разнообразие, интересно проработанный до некоторых мелочей звук, который порой может просто вести в паранойю, так как, к примеру, идя с полным рюкзаком лута на выход, будешь постоянно, как припадочник, оглядываться по сторонам, слыша какой-то шелест травы или шум гравия. Правда, к сожалению, звук не всегда работает корректно. Или достижение победы не самой простой ценой, как и возможность перехитрить и переиграть противника, а также осознание того, что в каждой схватке ты либо пан, либо пропал. И вот все это рождает внутри некий азарт, которого не возникало в других шутерах, и каждая победа добавляет дополнительные нотки наслаждения и адреналина. А ведь сколько различных интересных или курьезных моментов может произойти во время игры. Разрабы походу заранее знали, что я буду снимать видос по Таркову, и увековечили меня куда лучше, чем в шапке или броне. А вот этот молодой человек настолько сильно любит покушать, что не расставался со своими банкой и ложкой вплоть до выхода. Пацаны, окружаем! А, блять. Пали хуесос! Да перезаряжай быстрее свою хуету, блядь, долбоёб. Наверху, бля, я в колючке. Давай, мочи! Нехороший вы, блядь, человек! Руки! Пиздец! Пиздец! Нога! А барахольщик просто поменяет шило на мыло. Да и комьюнити в игре в большинстве своем весьма адекватное. Что же по итогу хочется сказать? Побег из Таркова — это самобытная и интересная игра, в которую хочется периодически возвращаться, в которую хочется играть и в которой жаждешь побеждать. Да, у игры есть немало проблем. Это и оптимизация, и регистрация урона, и периодические проблемы со звуком или светом, и куча других различных мелочей, проблем и багов. Но с другой стороны, а где проблем нет? В какой современной игре все работает гладко и четко, как по часам? Я лично такого не припоминаю. Ругать игру и разработчиков можно и есть за что. Но и не стоит забывать о плюсах. Лично меня игра завлекла именно своей самобытностью, отсутствием казуальщины и некой действительной хардкорностью. Да, игра далеко не простая. Да, она не самая дружелюбная к игрокам, а в особенности к новичкам. Но я бы не сказал, что у нее необычайно высокий до невозможного порог вхождения. Как по мне, тут скорее люди просто стали более ленивее и привыкли, что им зачастую помогают и водят их за ручку. А лично мне хочется иногда чего-то вот такого более жесткого и первобытного. Поэтому в Тарков я еще не раз вернусь и обязательно порадую тебя различными и интересными видео. Но опять же не забывай, что все сказанное не является истиной или мнением высшей инстанции. Многих проблем или ситуаций я могу не знать, ведь в этой игре я новичок. Это рассказ про мой путь, про путь новичка в Escape from Tarkov.